Привет, друзья! Сегодня природа вновь напоминает, что человек здесь не хозяин. Земля содрогается, штормы сметают все на своем пути, и кажется, что стихия только набирает обороты. И все это произошло всего за сутки. А мы начинаем и переносимся в США. Вечером в пятницу на южные районы Форт Уэрта в штате Техас обрушился сильный шторм, сопровождавшийся порывистым ветром и ливнями. Ураганный ветер, поваливший линии электропередач и сорвавший рекламные конструкции, вызвал подозрения о возможном торнадо. По всему городу были отмечены серьезные повреждения. Повсеместно наблюдались сорванные крыши домов и поваленные деревья. В одном из районов даже возник пожар, вызванный обрывом линий электропередачи. В дополнение к разрушениям от ветра, сильные ливни вызвали подтопление на дорогах и перебои в движении транспорта. По данным Национальной метеорологической службы, за 24-25 октября в международном аэропорту Даллас-Форт Уэрт выпало более 76 мм осадков, что стало новым суточным рекордом. Штормовая погода затронула и другие части штата. В ночь на субботу от гроз пострадали Хьюстон и юго-восточные районы Техаса. Порывы ветра в регионе достигали скорости свыше 100 км в час, а интенсивные осадки привели к локальным наводнениям. В результате разгула стихии, по данным энергетической компании CenterPoint Energy, без света остались около 169 тысяч потребителей. Компания сообщила, что начала восстановительные работы сразу после того, как стихия утихла. По данным метеорологов, погодная обстановка в Техасе стабилизируется в начале новой недели. В четверг произошел инцидент с электрокаром Li Auto Mega. Автомобиль неожиданно загорелся и был полностью уничтожен огнем. Возгорание началось в нижней части машины, где расположена батарея. От первой вспышки до полного охвата пламенем прошло всего 10 секунд. К счастью, система безопасности сработала корректно, двери автоматически разблокировались, позволив водителю и пассажиру быстро и без травм покинуть салон. Модель, впервые представленная на рынке Китая в марте 2024 года, стала для бренда первым электромобилем на чистой аккумуляторной тяге. Машина использует современную тройную батарею Qilin NMC от CATL, которая поддерживает скоростную зарядку по технологии 5C. С июня этого года это уже третий случай возгорания Li Mega. Предыдущие два происшествия, по заверениям компании, были спровоцированы внешними воздействиями. Нынешний инцидент, однако, вызывает особое беспокойство, поскольку очевидной причины не было. Остается ждать окончательного вердикта расследования. Экстремальные ливни, вызванные штормом Мелисса, вызвали катастрофические наводнения в аргентинских провинциях Буэнос-Айрес и Мендоса. Всего за 2 часа в ночь на субботу в Буэнос-Айресе выпало 118 мм осадков и до 150 мм в Сан-Мартине. Это привело к переполнению ливневой канализации. Хлынувшая вода затопила улицы, поднявшись в отдельных районах на 2 метра. Поток воды унес десятки автомобилей, затопил дома и вызвал коллапс на автомагистралях. 10 тысяч домохозяйств остались без света. В Мендосе пострадали от наводнения северные районы. Реки Мендоса и Тукуман вышли из берегов, затопив свыше 500 гектаров полей. Ключевой удар пришелся на экспорт вина. Под водой оказались свыше 300 гектаров виноградников. Пострадала от стихии и инфраструктура. Потоками воды разрушены несколько мостов и повреждены линии электропередачи. Свыше 5000 домов остались без света. Всего из пострадавших регионов было эвакуировано несколько тысяч человек. Власти провинций Мендоса и Буэнос-Айрес задействовали все доступные ресурсы для оказания помощи пострадавшим. Развернуты временные убежища, где жители могут найти временный приют. После грозы в провинции Кордова на небе наблюдались вымя-образные облака, или, как их еще называют, маматусы. Такие облака имеют специфическую ячеистую или сумчатую форму. Они часто образуются на нижней стороне грозового облака, когда тяжелый, насыщенный влагой воздух опускается вниз, а более теплый и сухой поднимается вверх. Это смешивание создает характерные вымя-образные карманы.
Вопреки распространенному заблуждению, мамматусы не указывают на скорое появление торнадо. Чаще всего они появляются уже после того, как самая опасная часть грозы миновала. Аналогичные облака были замечены вчера и над немецким городом Фридберг. Это явление стало эффектным и запоминающимся. Необычный вид неба привлек внимание местных жителей и любителей природных явлений. В Германии взорвали две 160-метровые градирни когда-то самой мощной АЭС страны. За подрывом наблюдали тысячи человек, приехавших посмотреть на зрелищное разрушение символа атомного века. Станция была построена в 1960-е годы и завершила работу в 2021 году, после чего начался ее демонтаж. К уничтожению градирен массой 56 тысяч тонн готовились более года. АЭС была построена и начала работу в середине 1960-х годов. Она вырабатывала 21 миллиард киловатт-часов электроэнергии в год, чего хватило бы, чтобы обеспечить электричеством 4,7 миллиона домохозяйств, или около трети Баварии. Пока зеленые ликуют, эксперты напоминают, что отказ от атома усилил зависимость от угля и газа. Простые жители сталкиваются с ростом цен на электроэнергию, которая в Германии сейчас стоит втрое выше, чем в США. С дефицитом энергии столкнулась и промышленность. Германия сейчас вынуждена ее импортировать из соседней атомной Франции. BASF и другие компании уже переносят свое производство в страны с более дешевой энергией. Друзья, если вы хотите быть в курсе самых важных событий и не пропускать наши выпуски, подпишитесь на канал. Так вы точно не пропустите ничего важного. В субботу Западные Татры, популярный горнолыжный и пешеходный регион на границе Польши и Словакии, оказался под ударом внезапного снежного шторма. По данным Института метеорологии и водного хозяйства Польши, осадки в виде снега и мокрого снега сопровождались порывами ветра до 80 км в час, что привело к нулевой видимости и обледенению троп. За 4 часа выпало от 20 до 30 сантиметров снега. Шторм застал врасплох десятки туристов на популярных маршрутах, таких как путь к вершине Губоловка и долина Червенец. В условиях сильного шторма спасатели горной добровольческой службы эвакуировали 47 человек. Жертв нет, 5 туристов получили травмы. Причиной возникновения снежного шторма синоптики называют приход холодного фронта из Скандинавии. Затяжные дожди, обрушившиеся на Крым, стали источником возрождения Учан-Су. Питаемый осадками и талыми водами с Айпетринского плато, водопад вновь превратился в полноводный и бурный поток. Его мощь вновь радует глаз, привлекая туристов и местных жителей. Как правило, Учан-Су наиболее полноводен весной, во время таяния снега. Осеннее оживление, тем более такой силы, редкое и впечатляющее явление. Отмечается, что мощнее водопад был 4 года назад, в июне 2021-го, после сильнейшего паводка, приведшего к затоплению Ялты. Прибывшим на вызов полицейским во Флориде пришлось вступить в схватку с крокодилом. Инцидент произошел в Орландо. Рептилия длиной более 1,5 метра забралась в прихожую жилого дома. Полицейские сперва накинули плотную ткань на морду аллигатора, а потом один из стражей порядка за хвост оттащил животное в сторону. После этого пасть рептилии замотали скотчем и увезли подальше от людей. Отмечается, что после задержания хищник был выпущен в озеро. В минувшую пятницу на хорватском острове Крк прошел сильный град, который буквально засыпал остров белым слоем. Ледяной шторм, начавшийся около 13:00, сильнее всего ударил по районам Врбник и Малинска. На некоторое время движение на главной дороге между городом Крк и Малинской было полностью парализовано. За сутки до града метеостанция в Мишале зафиксировала рекордные для осеннего периода 100 мм осадков.
Проливные дожди сопровождались сильным южным ветром югу, который способствовал формированию необычных погодных условий. Через примерно час после начала града облачность рассеялась и выглянуло солнце, оставив остров покрытым белым ковром из ледяных шариков. На Дальний Восток России, в частности в Хабаровский край и Амурскую область, пришел смог, вызванный крупными лесными пожарами в соседнем Китае. Клубы дыма окутали регионы, принеся с собой загрязнение воздуха и ухудшив видимость, что стало причиной беспокойства местных жителей. Согласно сообщениям, ситуация усугубляется локальными источниками возгорания. В окрестностях крупных городов, таких как Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск и Хабаровск, зарегистрированы очаги палов сухой травы и листвы. Жителям районов, пострадавших от смога, рекомендуется ограничить пребывание на улице, особенно во время пиковых значений загрязнения. Ночью с пятницы на субботу на вулкане Фуэго, одном из самых активных в Центральной Америке, произошел коллапс части кратера, оставивший заметный провал на склоне. Часть северо-западной стенки кратера обрушилась, образовав провал диаметром около 20-30 метров. Пирокластический материал и брызги раскаленной лавы скатились вниз по склону на 200-300 метров. Уровень тревоги остается на оранжевой отметке с рекомендациями не приближаться ближе, чем на 1,5-2 километра к вершине. Фуэго высотой 3763 метра – один из стратовулканов так называемого огненного кольца Тихого океана. Извергается практически беспрерывно с 2002 года. В среднем каждые 15-20 минут на вулкане наблюдается выброс пепла и газов на высоту до 300 метров. Тропический шторм Мелисса усилился до урагана первой категории опасности. Скорость ветра в эпицентре циклона достигает 120 км в час. По прогнозам метеорологов, в понедельник-вторник Мелисса обрушится на Ямайку в качестве мощного урагана третьей категории или выше. На острове уже объявлен наимысший красный уровень опасности. Ожидается выпадение от 600 до 1000 мм осадков и ветер с порывами до 50-60 метров в секунду. После Ямайки Мелисса продолжит свое движение на северо-восток в сторону Кубы и Гаити. Ночью на 24 октября суперячейка прошла над Оклахома-Сити, обрушив на пригород Чокто сильные ливни и шквал града размером до 7 сантиметров. По данным Национальной метеорологической службы, выпадение крупного града наблюдалось в радиусе нескольких миль. Жертв нет, но пострадали десятки автомобилей, повреждены крыши домов, разбиты окна. Более 5000 домов остались без электричества. Около 15 человек обратились в больницы из-за порезов от разбитых стекол. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.